Антох, давай кисок снимем. Окей. Да не этих кисок, вот этих вот. Друзья мои, мы находимся на стенде компании Ora. И здесь представлены 3 кошки. Это черная кошка, это белая кошка и есть хорошая кошка. Да, компания Ora решила назвать все свои машины кошачьими такими вот прозвищами. Но R1 и R2, R1 и R2 имеют прозвища черная кошка, белая кошка, а новая модель от компании Ora имеет официальное имя Good Cat, хорошая кошка. Ну что ж, давайте начнем с R1. Вот такой вот ретро-стиль, интересный такой дизайн, да. Автомобиль, кстати, набирает очень высокие продажи, как в Китае, так и за рубежом. Почему? Доступная цена, хороший запас хода, минималистичность внутри салона, но мне кажется, все-таки максимальный успех вызвало то, что данная модель очень подходит для тюнинга. Лично я сейчас выбираю автомобиль для своей супруги. Что-нибудь такое дешевенькое, ну, сами понимаете, женщина, да, надо ей такое простенькое поначалу дать, чтобы она там поразбивала. Конкретно выбираю БУ. И недавно наткнулся на объявление БУ Ora R1 в очень интересном дизайне. Фотографии посмотрите. Если брать просто стандартную вот эту вот комплектацию, стандартный дизайн, то он, в принципе, не очень такой интересный, но если его тюнинговать, получается просто огонь. В принципе, по большому счету, про этот автомобиль рассказывать так на выставке нечего, потому что минималистичность, есть управление на руле какие-то, да, там небольшие кнопочки, но то, что именно берет, это цена и запас хода. Друзья мои, цена здесь от 70 тысяч до 85 тысяч юаней, 400 километров запаса хода, то есть в принципе очень хорошо. Есть fast charge, есть slow charge, ну все дела. Управление, мультимедиа, минимальная мультимедиа, вот здесь, кстати, посмотри, приборная панель и есть вот такой мультимедийный дисплей. Отзывчивость не очень, но в принципе нормально. Для своей цены все четко. Огонь. Но, как по мне, это все-таки больше женский автомобиль. Ну, лично мое мнение. Для таких, как я, привет, компания Ora выпустила модель R2. Вот это уже более мужской автомобиль. Опять же, ретро дизайн, ретро стиль. В принципе, внутри здесь то же самое. Да, больше здесь дисплеев, а все остальное оставили примерно то же самое. Но опять же, доступная цена от 72 тысяч до 88 тысяч юаней. Машина более мужская, но в отличие от Ora R1, задний ряд более комфортный. Интересный такой, в принципе, дизайн. Для кому-то зайдет, своеобразный KK-кар, как любят в Японии. Но, ребят, в рамках выставки здесь рассказать особо не о чем. И мы переходим к новой модели. Это Good Cat. Хорошая кошечка. Если, допустим, R1 и R2 как-то у меня вызывают такие небольшие ретро ассоциации, то вот Good Cat прям конкретно ретро-автомобиль. Ты посмотри, и даже вот салон, цвет такой, да? Он сделан под ретро, под такое. Сразу патефон такой возникает в воображении в твоем. Так, друзья мои, Good Cat. Смотрите, кошачьи лапки и кошечка, а? Красота. Сразу, что бросается, это отсутствие решетки. Решетки вообще здесь нету. Здесь есть что-то от Porsche Macan, да? И Жук, Volkswagen Жук. Ну что, посетим салон этой хорошей кошки. Оп. А вот смотри, кстати. А вот я сесть не могу. У меня сразу возникает ассоциация с твоей Jag AEV6. Цвет красивый. Тумблеры, посмотри. Они даже тумблеры сделали в ретро-стиле. Это
Ой-ой-ой, что это я тут запустил? Блин, ну это прям реально такая классика. Вообще. Крыша панорамная даже есть. Ты посмотри, ну не крыша панорамная, люк. Автоматического доводчика нету. Нужно ручками держать. Цена, чтобы сразу правильно все оценивать, начинается от 104 тысяч юаней и максималка 161 тысяча юаней. Запас хода 500 километров. Ну а теперь давайте посмотрим, что мы имеем за такие деньги. Ну, в отличие от ретромобилей, здесь есть навигация, GPS, представляешь? Есть также сенсорные клавиши. Вот, то есть у нас тут регулировочка, да? Ну-ка, давай посмотрим на отклик. Как тут вообще? Как мне тут отсюда уйти? Уйди. Смотри, какой отклик, в принципе, неплохой. Все четко. Все в традициях 2021 года. Конечно, за эту цену есть авто получше. Да, но здесь все-таки дань ретро-стилю. И я думаю, что эта модель найдет своего покупателя. Слушай, я думаю, что мне этот... Я прям... меня печет. У меня подогрев. Подогрев включен. Тумблеры, Леш. Нет? Так нет, здесь нету. Я не знаю, как выключить. У меня сейчас заднее место задымится. Куда жать, куда бежать? Должно же, по идее, где-то быть прямо вот тут под руками, да? Что, помощь друга, что ли? Да. Да как так? Неужели мы сами не догадаемся? Ребят, короче, нет здесь подогрева сидений. Просто кошечка горячая, понимаете, и она как бы создает впечатление того, что сидушечек с подогревом. Оказалось, нету. Разброс такой цен от 100 тысяч до 160, да. Что же здесь такого интересного? В чем отличие? Я думаю, мы об этом узнаем из полного обзора, который мы все-таки должны с Антоном сделать и протестировать ходовочку, протестировать все технические характеристики. Табличка вот здесь. Посмотрите, пожалуйста, ознакомьтесь с характеристиками. Так, а сейчас мы посмотрим, каково же будет сидеть мне сзади. Давайте я вот комфортно сяду. Так, друзья, переднее сиденье отодвинуто до максимума. И тут еще есть запас для моих длинных ног. Это неплохо, хорошо. И теперь посмотрим, что сзади у нас. Так, багажничек небольшой. Снизу есть технический отдел. Ну, в принципе, что, для какой-то пары поехать в путешествие нормальный вариант. У этой машины есть автопилот 3-го уровня. Нет только в минимальной, в самой дешевой комплектации. Во всех остальных есть, начиная со 110 тысяч юаней. И вот, что интересно, вот эти ребята стоят все, вот эти все толпа этих продажников. Так вот, они не знают, где кнопка включения автопилота. Это как вообще? Просто у меня... Нафига их взяли на работу? Выгоните их вообще всех. В общем, ребят, автопилот здесь есть. Он там что-то искал, так не нашел где. Как он включается, мы узнаем на тест-драйве. Поэтому что нужно сделать? Подписаться на канал и колокольчик нажать, да? Кроме автопилота, здесь есть также система 360 градусов и есть круиз-контроль. Ну, это естественно. Друзья мои, а на этом со стендом Ора мы закончим. Более подробные обзоры будут позже. И давайте попрощаемся с кисками. Антоха, нет, а на этот раз вон с всеми кисками.